Его картины заставляли зрителей падать в обморок, но критики его не принимали. Его жизнь была полна страданий, и смерть стала зеркалом его творчества. Почему художник, предвосхитивший социальный реализм, оказался забыт, и что сегодня известно о его утерянных работах? Николя Франсуа Октав Тассар родился в 1800 году в Париже в семье фламандских художников. Первые навыки в живописи он перенял у отца, Жана-Жозефа Франсуа Тассара, а затем обучался у старшего брата, занимавшегося торговлей произведениями искусства. Позже его художественное образование продолжилось под руководством Франсуа Жирара в школе изящных искусств. Несмотря на определенное признание, Тассар не достиг громкого успеха. Во многом из-за своего интереса к жизни простого народа, который не вызывал восторга у критиков. Однако в 1850-х годах его картины, изображавшие бедность и страдания больных матерей, несчастных детей и покинутых жен, привлекли внимание публики. Работы Тассара, отмеченные сильной эмоциональностью, принесли ему прозвища Прюдон бедняков и Корреджо чердаков. Однако многие зрители считали его картины чрезмерно сентиментальными и неподходящими для выставок, на которых доминировали парадные портреты и сцены сражений. Со временем непонимание со стороны общества лишь усилилось, что привело художника к разочарованию в мире искусства. Несмотря на признание на Всемирной выставке в 1855 году, Тассар все больше отдалялся от официальных художественных кругов. После участия в салоне в 1957 году он окончательно отказался от выставок. К началу 60-х годов художник погрузился в депрессию и стал злоупотреблять спиртными напитками. В 1863 году он решает продать свои оставшиеся работы известному в те времена арт-дилеру Пьеру Мартену, которого называли «Папаша Мартен», и полностью прекратил заниматься живописью. В попытке сменить сферу деятельности он занялся поэзией, но его стихи встречали холодным приемом. Разочаровавшись, Тассар сжигал свои рукописи, и в итоге до наших дней дошли лишь единичные фрагменты его литературного творчества. Его жизнь была полна драматических эпизодов. Ходили слухи, что якобы в молодости он был влюблен в дочь богатого купца, но ее семья сочла художника неподходящей партией. После этого разочарования на его полотнах все чаще появлялись образы страдания и утраты. Одна из его картин, изображающая умирающую в нищете женщину, произвела настолько сильное впечатление на посетителей салона, что одна из дам потеряла сознание. Современники отзывались о его работах как о живописных хрониках агонии. На творчество Тассара повлияли и общественные потрясения того времени. Париж середины XIX века переживал серьезные социальные изменения. Бедность, революции, реформы. Эти события способствовали появлению реализма как художественного направления. И Тассар, хотя и оставался в тени великих мастеров, принадлежал к числу тех, кто стремился правдиво изображать жизнь простых людей. В отличие от академистов, воспевающих героизм, и романтиков, склонявшихся к идеализму, он, как и Гюстав Кюрбе, предпочитал честно отображать суровую действительность того времени. Впоследствии его творчество стали переосмысливать. Художники, реалисты и сторонники социального искусства начали видеть в нем предшественника направления, затрагивающего важные общественные проблемы. Некоторые исследователи предполагают, что влияние Тассара отразилось даже в работах Винсента ван Гога, который также уделял внимание теме человеческого страдания. В 1865 году Тассар безуспешно пытался лечиться в Монпелье, но улучшения не последовало. К концу жизни он оказался в полном одиночестве, ослепший, обнищавший, преданный забвению. В 1874 году, в возрасте 73 лет, он покончил с собой, выбрав тот же метод, что и героиня его картины «Самоубийство». Угорел от угольной печи в запертой комнате. Его тело обнаружили спустя несколько дней. Рядом с ним лежала одна из его старых картин, изображавшая трагическую сцену смерти. Лишь спустя годы искусствоведы начали пересматривать его творчество,
Сегодня работы Тассара встречаются в частных коллекциях и редких музейных собраниях, а исследователи продолжают разыскивать утерянные полотна и рукописи, стремясь восстановить его место в истории искусства. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.